Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья! Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание столу и поговорим о том, какие вещи, какие предметы, аксессуары ни в коем случае нельзя держать на столе. Очень важная и нужная информация. Обязательно ее просмотрите от начала до конца, друзья. Этой информации нигде вы не найдете в интернете. Поэтому все смотрим и принимаем эту информацию во внимание. Всем приятного просмотра. Вы знаете, стол – это очень важный атрибут в любом доме. И, как правило, за столом всегда собираются все члены семьи. И не только для того, чтобы позавтракать, пообедать, поужинать, но и для приятного времяпровождения. Вспомните, когда приходят к вам друзья, знакомые, гости, родственники, первым делом вы приглашаете на чашку чая и, соответственно, всех приглашаете присесть за стол. А, соответственно, стол все-таки это один из важных атрибутов в нашем доме. Стол символизирует домашний уют. Поэтому еще с древних времен всех членов семьи учили уважительно относиться к столу. Его нужно было всегда содержать в чистоте. На нем не должно быть беспорядка. И тогда стол будет притягивать в ваш дом счастье, уют, вкусную еду. В старину стол считался самым важным предметом в доме, и проявлять к нему пренебрежительное отношение считалось неприличным. Вспомните своих бабушек, прабабушек. Всегда, когда вы не придете, всегда на столе в первую очередь стоял хлеб. И не просто так. Дело в том, что хлеб символизирует достаток. Многие сейчас даже, наверное, и не задумываются над тем, как важно держать стол в порядке и соблюдать простые правила, для того, чтобы потом не переживать, почему в доме появились, например, какие-то неприятные события, перестали деньги водиться в доме, начались всевозможные конфликты в семье. Многие, к сожалению, машинально кладут на стол ключи, сумку, портмоне, пакеты с магазина, разные вещи или предметы из одежды. Но есть вещи, которые категорически никогда, ни при каких условиях нельзя держать на столе, для того, чтобы не привлечь неприятности, а также не привлечь в свой дом нищету и бедность. Что же это за такие вещи и предметы? Во-первых, на столе никогда не должна находиться пустая посуда. Пустые чашки, пустые тарелки, пиалы или что-либо другое. Пустая посуда на столе притягивает бедность и финансовые проблемы в семью. Пустая посуда всегда должна быть чем-то заполнена. Нельзя оставлять и грязный, и неубранный стол. Даже если у вас был один из самых тяжелых дней, и вы очень устали, либо в доме, например, было много гостей, и вам тяжело все убрать за один вечер. Сделайте это, делайте не спеша, и сколько потребуется времени, но стол всегда должен оставаться чистым. Если вы решили оставить фруктовницу или конфетницу на столе как украшение, то помните, что именно такие предметы всегда должны быть заполненными фруктами или конфетами, печеньем. Ваза на столе всегда должна быть цветами, потому что все это символы достатка, и таким образом в ваш дом будут притягиваться только деньги, только благополучие, достаток, изобилие. А чтобы усилить этот эффект, положите под скатерть купюру любого номинала, и под купюру обязательно лавровый лист. Только помните, что лавровый лист должен быть чистенький, не поломанный, без каких-либо вкрапинок. Это очень важно. Ключам также не место на столе, потому что таким образом ключи закрывают двери к денежным потокам, привлекают в дом бедность, привлекают в дом нищету. Ключи на столе также предвещают ссоры и скандалы в доме, либо дальнюю дорогу в скором будущем, которая будет полна всевозможных неприятностей и проблем. И вообще ключи не стоит класть где попало.
не должно быть свое место у вас в доме. И лучше, если у них будет свой персональный дом. Сейчас это называется ключница, или должна быть какая-то шухлядка, или, возможно, какой-то маленький сейфик, где будут находиться ваши ключи. И приучите не только себя, но и также ваших членов семьи отправлять ключи в одно место, чтобы потом их как минимум не искать по всему дому и не расстраиваться. Что же еще не стоит класть на стол? Во-первых, это сумка, это рюкзак, это барсетка. Когда вы ходите по улице, с этими вещами на вас смотрят люди. Они осознанно, кто-то неосознанно, например, в общественном транспорте прикасаются к таким вещам. И люди бывают разные. Таким образом, эти вещи, они напитываются негативом, а вы приносите весь этот негатив и плохую энергию и ставите на такой важный сакральный предмет в доме, как стол. Такое действие, к сожалению, может разрушить ваше семейное благополучие. Также оставлять деньги и кошелек не стоит на столе, потому что это привлечет к вам в дом финансовые проблемы, принесет разлады в вашу семью, а в будущем вас будут ждать большие расходы, и вам, возможно, придется потерять все ваши накопления. Также ножи и другие предметы, которые режутся или имеют зубья, не стоит также оставлять на столе. Особенно нож нельзя на столе оставлять лезвием вверх. Считается, что нож предназначен для того, чтобы разрезать продукты, а находясь на столе, он будет таким образом своим острием разрезать энергетику вашего дома, что в последующем приведет к серьезным ссорам в семье и разногласиям, скандалам между близкими людьми. Вилки, колющиеся острые предметы приведут к кошмарам. Поэтому лучше убирайте такие предметы в специально отведенные места, чтобы не навредить себе и энергетике дома. Обращаем внимание, что недаром заведено у нас на кухне именно шкафчик, который открывается и в котором всегда сложены и вилочки, и ложечки, и так далее, остальные предметы. Также на столе ни в коем случае нельзя класть и головные уборы. Это и шапки, это и шляпки, кепочки, потому что это приводит к безденежью. Их нельзя кидать на стол, потому что так вы этим выказываете неуважение к столу и можете навлечь неприятности на всю семью и большие ссоры. В древние времена за такой поступок даже выгоняли из дома, потому что неприятности могли напасть на такую семью. А вот оставленная на столе расческа принесет вам позор и стыд. И такая ситуация произойдет с вами в самый неожиданный момент. Вы можете попасть даже в неприятную ситуацию, которая будет связана со сплетнями. А вот ваза на вашем столе с цветами – это очень хороший символ. Именно он привлечет деньги, стабильность, счастье и благополучие в ваш дом. Когда вам подарили букет и вы увидели, что он начинает подсыхать, сразу убирайте его со стола, а лучше сразу и из дома. Помните о том, что сухие цветы, они привлекают в дом плохую и неблагоприятную энергию. Также не стоит засушивать цветы и держать их потом в вазе. Да, есть такие сухоцветы, которые поглощают человеческую энергию. И можно держать только те сухоцветы, которые вы принесете из церкви или купите в церковный праздник, потому что такие цветы, такие сухоцветы, наоборот, будут приносить гармонию и подпитывать ваш дом положительной энергией и счастьем. Поэтому, друзья, обеденный стол – это главный предмет в вашем доме, и к нему нужно относиться очень бережно, аккуратно и внимательно. Помните о том, что за столом всегда собирается вся семья, за столом вы встречаете гостей, и это все образует потоки положительной энергетики. А если ваш стол накрыт красивой скатертью, если вы постоянно смотрите за столом, чтобы скатерти всегда были чистые, на столе всегда стоит у вас тарелка со сладостями, какими-то вкусностями, с фруктами, то всегда в вашем доме будет и взаимопонимание, будет и финансовая стабильность, будет счастье и благополучие.
Если у вас в доме несколько столов, потому что бывает так, что один стол стоит у нас на кухне, где вся семья обедает, а есть стол, который находится, например, в гостиной, и там, допустим, вы принимаете гостей. Помните о том, что и к одному столу, и к другому столу всегда должно быть уважительное отношение. Всегда, даже если у вас за столом обеденным собираются раз в какой-то период, все равно во время генеральной уборки и вообще любой уборки обязательно уделяйте внимание и столам, потому что энергетика, она застаивается, особенно под столом. Обращаем на это ваше особое внимание. Поэтому очень важно, чтобы вы стол прокрутили, пообщались с ним, поменяли скатерть, постирали ее. Возможно, нужно пыль убрать. Это очень важно, когда вы уделяете внимание каждому уголку в своем доме или в своей квартире. Очень важно, чтобы вы это делали, чтобы уделяли внимание, дарили любовь, знаете, дарили вот чувство радости. Кроме того, когда вы занимаетесь уборкой, всегда это делайте в хорошем настроении, потому что вы также сами несете вот ту энергетику. А мы должны с вами всегда нести в свой дом, в свою квартиру только радость, только любовь, только взаимопонимание. И тогда действительно в нашем доме будут происходить только чудеса и только самые лучшие события. Помните о том, что все зависит только от вас, как вы будете собирать эти энергии. Потому что женщина, только женщина может творить вот то, что мужчина не может, к сожалению. Возьмите самый простой пример, как мужчина моет половую тряпку. Посмотрите, как делает это женщина. При этом почему-то у женщины это на интуитивном уровне, она знает, как правильно мыть, например, половую тряпку и выжимать ее. А мужчина, к сожалению, вот он как-то это делает, ну вот неправильно он ее делает. Понаблюдайте, кстати, за своими мужчинами или попросите помыть, например, тряпку, и вы увидите. Поэтому женщина, она своей энергетикой, она может творить, она может созидать. Поэтому очень важно, чтобы милые наши барышни, девушки, женщины, бабушки, вы всегда смотрели и убирали, и обращали внимание вот на те советы, на те рекомендации, которые передавались из поколения в поколение. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Заходите на наш канал. У нас на канале очень много полезной, важной, нужной, интересной информации. Но мы с вами уже услышимся в следующем видео.